Начинаем сборку двигателя Т-40. Значит, полностью блок голый. Очистил его. Вот, он был очень в масле. Сейчас чистенький, хороший. Устанавливаем коленвал, проточенный под R1 полностью по кругу. После проточки коленвал нужно обязательно вот эти отверстия, здесь они острые получаются, наждачечкой вот так сделать, чтобы не резало вкладыши. И потом уже можно устанавливать коленвал. Подшипничек 48×20. Смазали немножко. Он нормальный. И сальничек. Вот так. Такой железной штучки, втулочки. 20×40 устанавливаем. Вот установлены вкладыши. Первое, третье и пятое с канавкой. Второй и четвертый без канавки. И аналогично также и здесь. Центральный шире вкладыш, чем другие. Плюс полукольца вот устанавливаем. И на бугель тоже. Обжали коленвал. Производим реставрацию головки двигателя D144 или D37. Это головка Т-40 трактор и Т-25. Ну, на Т-25 немножко другие шпильки вот здесь. Поменяли нам направляющие. Сами мы это не делали, потому как нужно было еще и растачивать центра. В общем, все это почищено. Вот здесь также видно, немножко так расточечкой прошли для того, чтобы потом после обжатия не было сечения газов. Сюда по шпилькам у нас мы покупали вот такие ремкомплекты. Здесь видно все шпильки есть. Вот D144 ремкомплект головки двигателя D144. Будем менять все резьбы. В общем, ну сейчас нам нужно работать по седлам клапанов. Для этого у нас есть 6 шарошек. Диаметр 45-46 шарошки. Угол 15 градусов, 75 градусов, ну и 45. И 38 в диаметре. Тоже 45, 15 и 75 градусов. Держатели 9, в данном случае 9 миллиметров сам шток. Вот такие у нас клапана, выхлопной и всасывающий. Это у нас 9 шток. Устанавливаем сразу глубокую. Видно или не видно. Нужно снять немножко, чтобы там, где был старое место работы клапана, где-то до половины, чтобы убрало. Можно чуть больше. Дальше устанавливаем шарошку с крутым углом. Вот. И делаем острый угол, так сказать. Почти острый, еще чуть-чуть есть вот старого. Вот нужно убрать, чтобы был острый угол. В любом случае нужно такие процедуры делать, потому как направляющая уже все равно будет не на старое место смотреть клапан. Все, уже угол остренький сделался. Вот мы видим старое место рядом, очень широкое. Это неправильно. Приблизительно в работе место соприкасания клапана, кромочка, приблизительно полмиллиметра должна быть. Теперь устанавливаем шарошку 45 градусов. Вот она, 45 градусов. Еще что хотелось бы сказать. Клапана у нас на станке специальном. Это недорого стоит. Завез, сделали, то есть уже с этим вопросов нет. Ну, клапана нормальные. Видно, что они довольно еще толстые. То есть уже когда он плохой, то здесь вот острое получается совсем. Вот. Ну, устанавливаем 45 градусов и дальше работаем.
Это уже аккуратно, не надо сильно. Там нужно где-то 4 десятки, чтобы было. Вот, можно еще чуть-чуть. Короче, полмиллиметра. Потом, когда будет притираться клапан, то он еще немножко расширит посадочное место. Ну и чтобы не было прыжков, то есть аккуратненько так надо. Вот так. Теперь следующий уже побольше шарошки, как я говорил, 45-46. Тоже сразу идет глубокая в самый низ. Потом вот такая низкая. И чтобы стал острый угол. А потом уже 45, где-то полмиллиметра, 0,4 миллиметра. Делаем кромочку под затирку. При работе обнаружилось лопнутое седло клапана. Поменяли седло клапана на всасывающее. В общем, каким методом? Нагревается головка, вот, а колечко остужается. И потом вот такой инструмент, он сюда вставляется и сюда стучать по торцу. Быстренько, пока не нагрелось колечко. Вот у нас как получилось. Клапана нужно вот здесь немножко нулевочкой проходить, потому как они здесь не вырабатываются, так как и тем более бывает от сухарей немножко заусенцы. Вот красиво все лежит. Вот такую пасту. И будем притирать клапана и собирать головки. Но прежде чем притирать клапана, я поменяю все шпильки. Для притирки клапанов дрелькой я использую вот такую трубку резиновую, гибкую. Вот паста у нас на ободок. Немножко пасты наносим. Смазываем направляющие. Если все правильно шарошками сделано, то в принципе там особо не приходится работать в этом плане. Просвечиваю. Вот таким способом оно все видно. Вот сюда, да, темно. Если чуть-чуть открыть, появляется свет. Это в принципе, если есть где-то что-то недоделанное, то в принципе глаз увидит. Но опять же, если с шарошками все правильно сделано, то будет все классно работать. Вот таким способом уже видно, вот блестит это место посадочное. Вот. На самом клапане ободок появился небольшой. Ну, сейчас притрем все головки, а потом уже будем собирать. Вот наши головки, клапана притерли, поменяли шпильки, все нормально, будем сейчас собирать. Вот так снизу я поставил две головки одинаковых, чтобы клапана не нажимались. 75-36 большая и маленькая, 25 диаметр, высота 50. Устанавливаем шайбу, потому как головка алюминиевая и без шайбы нельзя ставить пружины. Пружина малая, пружина большая. Вот. И вот такая чашка сверху. И сверху сухарики. 2 штучки на клапан. Вот. И я сейчас покажу, как я сейчас решил сделать. Потому как это тракторные пружины. Вот, смотрите. Теперь проворачиваю. Как-то не хотелось заморачиваться с инструментом. И решил сделать вот так. Но это только на тракторных пружинах так можно сделать. Потому как у него мотор в основном у тракторов низкооборотистый. И пружины не такие тугие. На
в других моторах это невозможно так сделать. Вот наши головки от трактора Т-40 уже готовые. Что мы сделали? Значит, поменяли направляющие клапана, проточенные клапана. Потом седла шарошили, обязательно в этом случае нужно делать. Одно седло меняли. Вот. И вот если видно, да видно, вот проточено посадочное место, там пару десяточек сняли. Вот. Поменяли шпильки, новые поставили, где нужно. Масляные каналы. Короче, вот такое дело, уже готовое к установке на трактор. Эти же головки, это же трактор Т-25, все то же самое. Только вот эти шпилечки, они будут длиннее. Да и, наверное, эти. Шпильки немножко отличаются. Приготавливаем поршневую на трактор Т-40. В данном случае вот мы купили вот такую поршневую. 4 поршня. Гильзы, поршень, гильза, палец, кольца, все это в комплекте. Вот, кстати, кольца. Вот, диаметр 105, высота поршня вот так 120 и, по-моему, к центру пальца 77. У нас есть канал смазывания, вот он, и выходит вот здесь на втулке. И получается сверху еще два таких отверстия, так сказать, поливалочки, которые при работе поливают вот туда масло в поршень. И здесь вот мы видим кучу отверстий. По шатунам все проверено. Здесь проверили, все нормально. Вот. Поменяли втулочки. Расточили под новые пальцы. Вот мы видим, его даже тяжело вставить. Ну, он классно там сидит. Вообще классно. Вот. Колечки такие у нас есть. Колечки для пальца. Вот. И сейчас будем все это вязать. Немножко нагрел поршень. Вот, где-то градусов до 100. Просто можно вот так ставить его. Вот так на газ-плиту. И в принципе этого достаточно будет. По привязке, вот мы видим, есть выборка, справа выборки под клапана. Значит, у нас должен шатун быть, вот видно, справа должны быть замки вкладышей. То есть опять влево смотрит выборочка, вправо смотрят замки под вкладышей. Вот еще такой один нюанс. Кольца, их нужно устанавливать специальным инструментом. Вот у меня, я себе сделал такое дело. Очень удобно, все классно. Там немножко выборочки поделал, вот видно, чтобы хорошо брало. Почему? Потому что если отверткой там или еще чем-то устанавливать, есть опасность, что оно потом лопнет и наделает очень много беды. Вот. Поэтому стучать по нему не надо. Аккуратненько все, нежненько устанавливаем кольца. Убедиться нужно, что оно село в канавку. Вот. Ну, будем вязать все остальные. Вот распаковали кольца. В таком положении, как они запакованы, так и будем их устанавливать. Значит, кольца устанавливаем в разнобой замочки. Вот, так сказать, на все 4 стороны. Вот эти ребра, одна сторона ребер, немножко уже. Тут 85, а здесь 91. Вырезка в сторону меньших ребер.